Детеныш гориллы отчаянно умоляет рейнджера следовать за ним. В его глазах паника и мольба о помощи. Последовав за детенышем, мужчина идет все глубже в лес. И, увидев, зачем тот звал его за собой, просто замирает от ужаса. Маленькая горилла отчаянно стучала в деревянную дверь старой станции рейнджеров. Рейнджер Маркус открыл и замер. Перед ним стоял детеныш, охваченный паникой. Маркус опустился на колено. Горилла вскрикнула, схватила его за руку и другой лапой указала в сторону далекого леса акаций. Это был не просто жест, это была просьба о помощи. Связавшись по рации, Маркус вызвал подмогу. Ответ пришел быстро. Помощь будет только через 30 минут, а идти одному строго запрещено. Но 30 минут могли стоить жизни. Детеныш снова закричал и потянул его за собой. Маркус сделал выбор – нарушить правила. Они быстро пересекли саванну и вошли в лес. Там все изменилось. Воздух стал тяжелым, напряженным. И вдруг перед ними появился огромный самец гориллы. Он был мощным, грозным, с яростью в глазах. Маркус замер, понимая. Один неверный шаг, и все закончится. Но детеныш сделал невозможное. Пробежал мимо отца и потянул Маркуса дальше. Самец, словно пораженный этим поступком, на мгновение остановился. Этого хватило. Маркус осторожно прошел мимо и увидел причину. Под огромным упавшим деревом лежала самка гориллы. Она была жива, но едва дышала. Ствол прижал ее к земле. Одному человеку это было не сдвинуть. Сзади подошел самец, но теперь в нем не было агрессии. Он тихо издал звук полной боли. В этот момент между человеком и животным исчезла граница. Они оба стояли перед одной трагедией и ничего не могли сделать. Маркус схватил рацию. «Код красный. Срочно, техника и ветеринары. Она прижата деревом». Ответ. Команда уже выдвинулась. Прибытие 15 минут. Началось самое тяжелое – ожидание. Маркус остался рядом. Тихо говорил самке, стараясь ее успокоить. Детеныш прижался к матери, а самец ходил рядом, уже не как угроза, а как тот, кто тоже ждет чуда. Минуты тянулись вечностью. Наконец прибыли спасатели. Они работали быстро и точно. С помощью оборудования подняли тяжелый ствол. Самку освободили. Ее срочно доставили в ветеринарный центр. Первые дни были критическими, но она выжила. Недели лечения, забота врачей, и она начала восстанавливаться. Маркус часто приходил, наблюдая, как она постепенно встает на ноги. Через 3 месяца настал день возвращения. Ее привезли обратно к лесу и открыли клетку. Она осторожно вышла, вдохнула знакомый воздух, и вдруг из деревьев выбежал детеныш. Он бросился к ней, а она крепко прижала его к себе. Чуть позже появился самец. Он подошел, посмотрел на нее и мягко коснулся ее плеча. Семья снова была вместе. А Маркус, наблюдая издалека, тихо улыбнулся. Иногда даже одно решение пойти против правил может спасти целую жизнь.